Здравствуйте, друзья! Цветок, о котором я сегодня хочу рассказать, отличается редкой неприхотливостью и особой нежностью. Его очаровательные соцветия легко украсят на весь сезон ваш сад и не только. Называется брахикома. К сожалению, это растение для цветоводов средней полосы пока малоизвестное, но те, кто уже успел с ним познакомиться, влюбляются в него и продолжают выращивать каждый год. Брахикома чудесным образом объединяет в себе малоуходность и длительную красоту. Ее пышные кусты покрываются огромным количеством цветов самой разной окраски. Брахикома не капризная к условиям выращивания. Хорошо переносит жару и достаточно засухоустойчивая. Это и неудивительно, ведь ее родиной считается жаркая Австралия. Учитывая эти качества, вы можете ее смело выращивать на самых открытых участках, в солнечных цветниках, альпинариях и даже как контейнерную культуру. В природе встречается около 50 видов этого растения, среди которых есть однолетние и многолетние представители. В цветоводстве и ландшафтном озеленении чаще других применяется брахикома многораздельная и иберистолистная, а также их разные декоративные гибриды. Благодаря работе селекционеров каждый год в продаже появляются все новые, потрясающие сорта с очаровательными цветами самой необычной окраски. Именно у брахикомы встречаются яркие и довольно редкие, как для растений, расцветки. Ее соцветия бывают нежно-лиловых, насыщенно-голубых, сине-фиолетовых и прочих оттенков синевы. Есть также кусты с розовыми, пурпурными и белыми цветами. Такие сорта, как Brava Mix, Blue Star и Purple Splendor, были отмечены почетными наградами на престижных цветочных выставках. При несложном уходе вы легко сможете вырастить роскошные объемные кусты, сплошь усеянные милыми глазу ромашками. Цветочки могут быть простой формы, с лепестками в один ряд, и полумахровыми. Их сердцевина создает яркий контраст и бывает желтой или более темной. Брахикома– это редкое сочетание нежности и неприхотливости. Даже один ее объемный куст будет выглядеть как роскошный букет из большого количества очаровательных ромашек. Мелкорассеченная зелень брахикомы придает ее кроне дополнительный объем. В зависимости от сорта она также сильно отличается своим видом. Есть растения с листвой, похожие на хризантемы, биденс или космею. Пышные кусты отлично подходят для оформления переднего края клумб, цветочного бордюра, для украшения садовых дорожек и выращивания в кашпо. Брахикома, как нельзя кстати, подходит для малоуходных садов и цветников, выдержанных в английском и природном стиле. На сегодняшний день выведено множество ее очаровательных и совершенно неприхотливых сортов для уличного и домашнего выращивания. Цветы брахикомы не только не боятся яркого солнца, но и большинства вредителей. Ко всему, они будут радовать вас весь сезон не только своей красотой, но и нежным ароматом. Такое малоуходное растение украсит любой загородный участок, а при выращивании брахикомы в контейнерах можно преобразить придомовую зону, веранду, балкон и даже интерьер. И такой праздник цветов брахикома подарит вам на весь сезон. Цветки распускаются почти непрерывно. Не успевают увянуть ее раскрытые стойкие ромашки, как на кусте вновь и вновь появляется множество новых бутонов. На одном растении может одновременно насчитываться около 100 цветков. И это для брахикомы далеко не предел. Радует не только ее обильное и длительное цветение, но и то, что увядшие соцветия особо не портят общий декоративный вид. Согласитесь, что это существенно облегчает уход за растением, ведь вам не придется постоянно ходить возле него с секатором, приводя куст в порядок. Тем не менее, брахикома отлично переносит стрижку, после чего выпускает молодые побеги с бутонами. В южных садах брахикома растет как многолетник. На территории средней полосы ее чаще выращивают как однолетник. Но если вы не хотите высевать каждый год ее на рассаду, с осенними похолоданиями здоровые маточные кусты заносят в прохладное помещение на зимовку. Брахикому можно вырастить не только с семенами. Более качественные декоративные растения получаются именно вегетативным способом размножения, то есть черенкованием.
Стоит отметить, что самостоятельно собранные семена обычно не повторяют декоративные качества материнского куста, но они обладают хорошей всхожестью и могут храниться 2 года. Посев на рассаду проводят в конце февраля в марте. Семена брахикомы мелкие, поэтому в грунт их не заглубляют. Их просто распределяют по поверхности почвы и спрыскивают водой из пульверизатора. Очень удобно при посевах пользоваться зубочисткой. Посеянную брахикому накрывают пленкой или прозрачной крышкой и ставят в светлое теплое место с температурой в пределах плюс 20-25 градусов. Всходы дружно прорастают примерно на 7-й день. Рассаде необходима оптимальная влажность и досветка не менее 12 часов. Подросшие сеянцы пикируют в отдельной емкости, а в открытый грунт высаживают, когда остается теплая погода без фосфатных заморозков. Пикировку и пересадку брахикома переносит отлично. Но если вы хотите получить при размножении сортовую брахикому с более крупными и яркими цветами, ее все-таки лучше черенковать. Плюсы вегетативного метода еще и в том, что выращенные молодые растения зацветут намного раньше сеянцев. Вегетативная брахикома станет цвести уже с самого начала лета и до первых заморозков. Молодые кустики быстро наращивают свою вегетативную массу. Для более обильного цветения кусты можно подкармливать комплексными удобрениями для цветущих культур. А вот азотом увлекаться не стоит, так как пышной зелени и побегов будет много, а цветов меньше, чем хотелось бы. Брахикома достаточно универсальная и подойдет для самых разных мест в саду. На постоянном солнце кустики потребуется поливать чаще. Это растение, особенно его ампельные сорта, красиво смотрятся высаженные по несколько штук в контейнере. Цветущая брахикома будет украшать ваш участок, террасу или домашнее помещение долгие месяцы. И никакого сложного ухода от вас не потребует. С этим цветком вполне справятся даже начинающие цветоводы. Я буду также всем благодарна, кто поделится в комментариях своим мнением или опытом по выращиванию брахикомы. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.